А вообще угоняют машины во Франции? Тут зависит от района, да, но такое Мгм. может быть. Сколько же все-таки стоят коммунальные услуги в среднем? Если вас будет четверо, вас будет пятеро или больше, то эта стоимость будет возрастать соответственно. То нужно ходить мыться к соседям, да, чтобы меньше тратить. Для русскоязычных тяжело дается французский язык. Выучить французский язык за секунду, конечно, невозможно, чтобы сдать экзамены. Всех приветствую, меня зовут Максим, вы находитесь на канале Релокод. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой. Ольга сейчас находится во Франции, она, как никто другой, расскажет лучше всего о интересующих нас сегодня вопросов. Вопросов очень много, и тема у нас, конечно же, как переехать во Францию и как там. Вот сегодня мы пообщаемся именно на тему, как найти жилье, потому что это очень важно. Неважно, сколько денег, бывает проблема просто найти жилье с любым бюджетом, я думаю. Поэтому мы вот сегодня с Ольгой пообщаемся. Оль, привет! Как настроение, как Привет, дела? Максим. Да, настроение отличное, готова вам вещать. Супер, супер, здорово. Давай тогда приступим. Вообще у меня первый вопрос такой. Сколько по времени может занять вообще поиск жилья во Франции? Поиск жилья во Франции может занять абсолютно разное время. Зависит от того, какие критерии вы рассматриваете при выборе жилья. Но Ага. также, да, зависит от того, какое у вас досье и как быстро вы готовы над этим досье работать. Но в целом я бы закладывала, наверное, от 3 недель. От 3 недель. Мгм. Хорошо. Вообще, какими ресурсами пользоваться, чтобы найти жилье? На самом деле очень большое есть количество сайтов. Есть такие сайты по типу, как наш Циан и все остальное. Le Bon Coin называется сайт. Также есть сайты Сулуже, есть сайты Рентола и так далее. И даже на Airbnb можно найти контракт на долгое жилье, но это все-таки немного не то, что ждет от нас префектура. Мгм. Вот, а так в основном, да, ресурсов очень много. Спасибо. Давай сориентируем наших зрителей вообще по стоимости. Сколько вот в среднем жилье, какое самое дешевое, в каких районах, может быть, по городам тоже так у тебя есть информация. Вообще, сколько стоит жилье во Франции? Вот так вот, в общем. На квартиру для одного человека я бы закладывала 800 евро. Это с хорошим ремонтом, в Мгм. достаточно хорошем месте. От 800 евро для одного человека. Когда Мгм. вы въезжаете парой или, например, с семьей, вам нужно несколько комнат, то, конечно, стоимость уже будет варьироваться. Но можно найти и дома какие-то за 1200, например, евро в месяц аренда. Либо, например, можно найти квартиры, которые в разные категории вписываются с разным ценовым бюджетом. Но на эти цены бы я от них бы отталкивалась, от 800 и 1200 за дом. Мгм. Но, конечно, все зависит от того, какое жилье именно вы хотите. Мгм. Условно, какой город мы сейчас, вот это жилье подходит к какому городу? Или неважно, в плюс-минус там везде цены такие? Ко всем городам подходит, кроме Парижа. В Париже Мгм. немножко другая ситуация, потому что в Париже, конечно, цены на жилье, так как это столица, будут больше. Мгм. Районы, я так понимаю, тоже от районов все зависит. То есть есть районы, так условно сказать, более такие богатые, более там удобная там инфраструктура и, может быть, какие-то спальные новые районы, и там, наверное, все-таки подороже будет. И от отдаленности от центра тоже, наверное, зависит, да, Конечно, цена? я бы все-таки в первую очередь, когда вы изучаете, где выбирать жилье, смотрела бы на транспортную ветвь города и на наличие парковки, да, потому что, конечно, в центре города во Франции вы вряд ли припаркуетесь, поэтому обязательно, если вы покупаете жилье или арендуете жилье в центре города, обязательно смотрите, чтобы там был паркинг, потому что иначе машина просто будет не в безопасности, ну, либо вам придется просто бешеные деньги, да, платить за обычную парковку в А городе. вообще угоняют машины? Нет, во Франции? Ну, тут зависит от района, да, но такое может быть. Ну, или там снять бампер, или, ну,
У кого ж чего не хватает, то и берет. Да, ну это опять же, когда ты живешь в тихом таком спальном районе с частными домами, вряд ли такое произойдет. Но в центре города все-таки это не самые безопасные. А вот по сравнению, если с Москвой сравнивать, вообще в целом по жилью сильно отличаются цены? Ну, я просто в Москве не жил, я не совсем знаю, какие там цены, я сам из Питера, вот, а вот с Москвой сравнивать, если, например, условно какая-то семья переедет во Францию, сильно она удивится ценам во Франции на жилье? Или плюс-минус они также будут снимать по той Ну, же? все-таки во Франции это будет немного дороже, Подороже, потому что все, да, зависит от минимальной зарплаты. Здесь минимальная зарплата 1200 евро, и поэтому все-таки отталкиваются цены на жилье именно от этой стоимости. Спасибо. Оль, скажи, пожалуйста, а после 24 февраля или условно после 21 февраля, не знаю, как это поменялось, но все же есть во Франции какой-то сдвиг, подорожание цен или изменения в целом цен на жилье? По жилью конкретно нет. Пока Нету, да? даже особо нет каких-то сдвигов по коммунальным услугам, пока все так же не меняется, как было до всех событий. Просто условно взять какую-нибудь Германию, которая очень сильно зависит от газа, полностью зависит от российского газа, и так как началась спецоперация, назовем ее так, я бы хотел ее назвать по-другому, но все же назовем ее так. Соответственно, европейские содружества, да, страны, они много-много санкций придумали, впоследствии начали отказываться от газа. Вот, например, Германия планирует отказаться от газа, да, полностью. И Франция вообще в этом плане, она как, цены на газ, например, так затронем, они стали выше после вот этих событий? Или же все-таки Франция, она где-то в другом месте берет газ? Вот это хотелось бы узнать. На самом деле Франция, не знаю, как они делают все то, что они делают, но не было никакого подорожания на коммунальные услуги, как и не было подорожания стоимости бензина, дизеля и всех остальных видов топлива. Хорошо. А вот Михаил, кстати, стоял в очередь за бензином. Что-то он недавно говорил, что... Да, потому что сейчас бензином... бастуют, да, сотрудники Total Energy бастуют, потому что хотят, чтобы им подняли зарплату. Но им государство зарплату поднимать не хочет, и поэтому они не выходят на работу. А вы с какой стати они просят повышения зарплаты? Простите меня за такой нескромный вопрос. Все-таки у них важная роль в обществе. Снабжать страну топливом. Я обязательно эту формулировку использую в будущем. Если вдруг попрошу повышения зарплаты, важная роль как бы в обществе. Ничего личного. Так, хорошо, вот такой вопрос. При выборе района на что стоит обратить внимание и при выборе самого жилья тоже? Если говорить о Париже, о столице, то я советую сразу познакомиться с форумами, со статьями в интернете насчет того, какие районы криминальные, какие нет. Если вы собираетесь жить в более таком провинциальном городе по типу Лиля, Лиона, Бордо, хотя это тоже крупные города, я советую обратить внимание как раз-таки на транспортную сеть, чтобы вы были в целом не очень далеко от транспорта, чтобы дети могли легко добираться до школы, ну и чтобы вы были не где-то там на окраине совсем-совсем далеко. А вот для людей, которые с семьей переезжают, на что в первую очередь обратить им внимание? Например, они планируют, то есть с детьми переезжают люди, и на что обратить внимание при выборе жилья, потому что, насколько я знаю, во Франции нужно подстраиваться под школу, да, то есть если ты как бы хочешь, чтобы ребенок ходил в какую-то определенную школу, нужно плюс-минус там искать жилье, это правда? Да, на самом деле во Франции такая достаточно строгая система со школами. Если вы хотите какую-то определенную школу, то сначала нужно уточнить у этой школы, принимают ли они школьников из других частей, других районов города. А вообще во Франции такая же система, как у нас, то есть, что мы прикреплены к какой-то школе, соответственно, с нашей пропиской. Окей.
Давай затронем именно по цифрам коммунальные услуги. Сколько же все-таки стоят коммунальные услуги в среднем? И чем пользуются французы? То есть газ, я так понимаю, какой у них природный газ? Или вот эти вот баллоны устанавливают, как у меня в Турции баллон стоит? То есть в некоторых новых квартирах проведен этот централизованный газ, а в некоторых, вот, например, я пользуюсь баллоном для того, чтобы еду приготовить. Как во Франции в среднестатистических домах, как это все обстоит? По стоимости я больше скажу по арендным стоимостям, потому что именно когда ты имеешь дом, у меня такой еще ситуации не было. Вот. Если говорить про аренду, то очень часто стоимость коммунальных услуг уже включена в аренду, либо составляет достаточно небольшую сумму, около 50-60 евро в месяц. Зимой может быть немного больше. Это только газ или все вместе? Нет, это все эти самые наши коммунальные услуги в месяц. Да, но это когда аренда и в основном 1-2 человека, то есть небольшая семья. Естественно, если вас будет 4, вас будет 5 или больше, то эта стоимость будет возрастать соответственно. То нужно ходить мыться к соседям, да, чтобы меньше тратить, правильно понимаю? Ну да. Но вообще, кстати, французы очень экономные. Если моют посуду, то набирают раковину, воду выключают, если чистят зубы, ну, в общем. Окей, тогда понятно все с европейцами, потому что, да, действительно, они такие прагматичные люди. Я слышал, что в Британии очень с водой все, с горячей водой достаточно сложно. Ну, не то, что сложно, может быть, люди очень экономно привыкли пользоваться водой. Да, они всегда были такими, да. Типа, они могут пользоваться чуть ли не одной водой в течение дня всей семьей. Ну, может быть, это прям совсем жестко, но такой слушок я слышал. Ну, это уже стереотипы, прям как про средневековую Европу, да. Может быть, да, может быть, но всегда во всем есть доля правды, я думаю, где-то все-таки такие люди остались, но все зависит от того, как живут люди, да, у нас тоже в России есть люди, которые до сих пор в шалаше живут, и ничего страшного, как бы на них никто не обращает внимания, к сожалению. Затронем тему школ сейчас и обсудим с Олей насчет школ. Смотри, Оля, такой вопрос. На каком языке проходит обучение в школах во Франции? Если обучение проходят ли на английском языке, есть ли такие школы? Есть ли школы на русском языке, например, если дети приезжают, но вот не знают они никакого языка, кроме русского, как им вообще адаптироваться, в какую школу они обычно поступают? Вот на этот счет что ты скажешь? В основном обучение происходит на французском языке, и французы, они убеждены, что если ты учишь язык с французами, то ты обязательно его выучишь. Для адаптации во многих школах, где есть другие иностранные языки, французы создают интернациональные секции. То есть, например, есть педагог по русскому языку, который раз или 2 раза в неделю встречается со всеми учениками русскоговорящими в школе. Они, во-первых, продолжают учить русский, чтобы его не забыть, чтобы уметь на нем писать и говорить, ну и также обсуждают какие-то вопросы, касающиеся школы. Аналогично с английским, португальским, испанским и так далее. А английский язык они начинают учить обычно тоже, как у нас в России, где-то со 2 класса начальной школы, а в некоторых школах даже с 1. И в целом этот язык за ними закрепляется до 11, до терминального класса. Хорошо, спасибо. Оль, скажи, вот на такой вопрос ответь, пожалуйста. Сколько вообще стоит обучение частное, и можно ли устроить своего ребенка в государственную школу, когда вот мы приехали с семьей, и, соответственно, можно ли в государственную и в частную? И если в частную, то сколько это стоит? Конечно, можно устроить ребенка в государственную школу, потому что у вас ВНЖ во Франции, оно дает полные права на то, чтобы вы могли пользоваться медицинской системой Франции, образовательной, как для вас, так и для ваших детей. И, соответственно, вообще всем советую государственные школы, потому что они ничем не хуже частных школ. И на самом деле система частных школ во Франции — это такой интересный вопрос, потому что это немного не те частные школы, которые мы привыкли видеть в России. То есть частные школы во Франции — это в основном религиозные школы, и обучение там варьируется, может от разных сумм, от 100 евро в год до
абсолютно любых сумм. Но обычно это до 1000 евро в год. То есть ты советуешь все-таки присмотреться к государственным, потому Да, что там конечно. ничуть не хуже, да, обучают? Абсолютно. У них есть четкая структура, как они готовят к экзаменам, как они готовят к вступительным экзаменам. Есть подготовительные классы после окончания школы, чтобы подготовиться к магистратуре и бакалавриату. Педагогический состав очень разнообразный. Психолог, медсестра тоже всегда в школе. Для нас, для русскоязычных, очень хорошо, что есть лицеи, есть колледжи, есть даже начальные школы, где есть русский язык, что очень хорошо для адаптации ребенка. Потому, конечно, да, государственное это здорово, но именно частные русские школы тоже есть. Есть в Париже, в Лионе, в Ницце есть, конечно же, частная русская школа. Туда можно устроиться, и там все будет происходить на русском языке. А вообще для русскоязычных тяжело дается французский язык вообще? Насколько детям комфортно его учить вообще? Может быть, есть у тебя такой ответ на такой вопрос? Зависит, конечно, от возраста ребенка, потому что если ребенок маленький, например, идет в начальную или в среднюю школу, то все пойдет отлично, все пойдет как по маслу, потому что ребенок еще маленький, он быстро впитывает информацию, он общается, играется с сверстниками. С более взрослыми немножко сложнее, потому что им нужно сдавать экзамены, и поэтому выучить французский язык за секунду, конечно, невозможно, чтобы сдать экзамены. Поэтому, возможно, в таком случае, да, очень будет здорово найти школу либо с русской секцией, либо найти частную школу с русским языком, чтобы облегчить немного ребенку жизнь в школе. Однако, с другой стороны, если потом вы планируете оставаться во Франции, отдавать детей в университеты и так далее, то, конечно, да, лучше сразу погружаться во французский язык. Все реально, все возможно, если у ребенка будет мотивация, если вы эту мотивацию будете подкреплять. Спасибо. Вот расскажи, пожалуйста, про высшее образование вообще во Франции. Насколько оно хорошее, качественное, насколько оно сильно отличается или не отличается от нашего системы образования. Вот интересно про вышку послушать тоже. Система образования в целом-то похожа на нашу. Это бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторатура и так далее. Отличается в целом мало чем. Вы точно так же сдаете вступительные экзамены, либо экзамены БАК, он называется во Франции. Это что-то вроде нашего ЕГЭ, тоже по некоторым профильным предметам для вас и по предметам обязательным, таким как французский язык. И с этими результатами вы поступаете в университет. Либо вы еще прикладываете портфолио, какое-то свое досье, грамоты, сертификаты и так далее. Да, языковые сертификаты, возможно, портфолио, если вы хотите на какую-то артистическую специальность поступить. Обучение само в университете в целом отличается, мне кажется, в том случае, что вы можете выбрать также дополнительные дисциплины к вашему основному курсу. Например, пойти на танцы, если вы учитесь на физике или что-то в таком духе, да, то есть вы можете. Сложно представить, конечно, в России танцующего физика или информатика какого-нибудь, да, кто... либо там попеть в хоре. Может быть, это и неплохо, да, согласись, что... Это здорово, потому что это такое все-таки разностороннее развитие, это интересно. Причем не обязательно брать там танцы, да, что-то творческое. Можно, например, взять какие-то дисциплины с информатики, если у вас их недостаточно. Они все отобразятся, естественно, в дипломе, и это будет только на пользу. Что еще очень здорово в университетах, это наличие спортзалов, наличие множества секций, на которые все студенты имеют право записаться. Это и спортивные залы с тренажерами, это и скалолазание, это и бадминтон и так далее, и тому подобное. А вот если, например, ты переехал во Францию, там, грубо говоря, в середине года, как вообще проходит адаптация ребенка, например, или уже студента, да, если мы сейчас продолжим говорить про высшее образование, вот
может ли он начать учиться уже с середины года? Вообще, с какого месяца начинают учиться школьники, высшее образование, может быть, в университетах? В каком месяце происходит обучение? Начинается в сентябре учеба, Также как в у сентябре, нас. да? Да, в сентябре Мгм. начинается учеба. У студентов немножко позже. Я бы сказала, что классы начинаются где-то с 20-х чисел сентября. До этого больше всякие проводятся организационные мероприятия, плюс мероприятия, чтобы все сдружились и так далее. Школа, да, с сентября и до конца июня включительно Мгм. школа. Ну и университет, соответственно, с экзаменами. Бедные дети французские, у них съели 1 месяц обучения, 1 месяц отдыха. Июнь, это по праву Да, но должен быть. хочу сказать, что у них все-таки чаще каникулы. Ну, мне так Мгм. кажется. Да, каникулы чаще, каникулы каждые 2 Особенно в месяца, 2 2020 недели году. каникул. 2 недели каникулы каждые 2 месяца. Ага. А в период пандемии, как ты думаешь, у них тоже полгода не учились они? Ну, 20-й год, помнишь, когда вот это все было? Да, дистанционка, Все дистанционка, дистанционно, сразу, да, да? дистанционка. У А меня, что насчет начала обучения посредине года, я могу да. сказать, так это то, что студенту, к сожалению, это будет, скорее всего, невозможно, только если он учился на данный момент в российском, белорусском или каком-то другом университете, и Мгм. он хочет найти смежную программу, и он может найти смежную программу, чтобы была возможность закрыть некоторые дисциплины. Но это больше такой все-таки административный процесс. Мгм. Часто проще перепоступить на Новый год. А школьникам, да, это, конечно, реально. И на самом деле школьникам проще, мне кажется, адаптироваться, потому что дети, они любознательные, они хотят дружить, они хотят знакомиться и так далее. Мгм. Правда ли, что в Европе воспитывают детей по принципу счастливые и глупые? Ну, как и у нас, все разные. То есть кто-то, да, кто-то воспитывает по такому принципу, а кто-то водит детей на шахматы и все в таком духе. Хорошо, спасибо. Давай немножечко поговорим про детские садики. Возможно, тоже людям очень будет интересно услышать. Вообще, тоже такой же вопрос, можно ли устроить ребенка в государственный детский садик, в частный. Сколько это тоже будет стоить вообще? Для русскоговорящих, русскоязычных, кто решил все-таки релоцироваться во Францию. Да. Ну, конечно, да, есть садики частные, вот как и школы русскоязычные, есть такие же садики, их можно найти. Можно найти русскоязычную няню, Мгм. это очень тоже частые варианты, абсолютно. А что касается государственных садиков, то я, конечно, тут тоже советую государственные садики, потому что это мгновенная интеграция все-таки ребенка во французское общество. Вырастить ребенка билингва — это очень, мне кажется, кропотливый труд, а когда этот труд наполовину будет выполняться, да, сотрудниками детского сада, мне кажется, это отличная возможность. Я думаю, что ребенок будет благодарен. Мгм. Хорошо. Тоже, я так понимаю, тоже выбирать садик нужно, точнее, нужно выбирать район, там, где будет хороший садик, соответственно, там и жилье, да, присматривать. То есть, Да. На самом деле все садики государственные, они примерно одинаковые. То есть Мгм. заранее вы не сможете узнать, какой из них лучше, какой из них хуже. А что касается частных, то часто возможно, что вы можете возить все-таки ребенка из любой части города. Я просто вспоминаю всех эти садики, как зимой русские родители везут своих детей, дети вообще не хотят в садик, там кто-то на санках спит вообще, кто-то из санок пытается, ну знаешь, зимой как-то везут их на санках, кто-то из Да. санок пытается выпрыгнуть, типа, ну не любят, я не знаю, много детей не любят садики. Тут Вот, снега почти нет. Ну, я, правда, говорю про юго-запад, но в целом обойдемся без саней. ну да. Хорошо. Ну тут, в принципе, понятно все по садикам, по школам. Давай, знаешь, немножечко поговорим про банковский счет. Я думаю, что это немножко не по теме, но в целом мы затронем просто как вопрос. Я задам тебе, а ты на него постараешься ответить. Вообще, насколько сложно во Франции открыть счет банковский? Насколько сейчас это реально сделать русским, ну, вообще, в данный момент?
Это реально. Главное уметь отстоять свои права, но тоже сильно не увлекаться этим, потому что все-таки французы такие бойкие ребята. Есть моментальные счета, такие как Никель. Вы их оформляете онлайн, и в этот же день вы забираете карту в табачном магазине. Но это все-таки не банк, это все-таки онлайн-банк, поэтому там могут быть ограниченные лимиты либо на покупку, либо на снятие, либо даже на вложение денег. Нужно об этом все-таки узнать заранее. Что касается банков, как, например, BNP Paribas или CIC или Crédit Agricole, да, из самых крупных, которые во Франции нам известны, все зависит очень часто от самого советника банковского. Поэтому, что я могу советовать, так это звонить в разные банки, в разные отделения, в разное время, да, чтобы наткнуться на разных людей, и искать того, кто все-таки вам откроет банковский счет. И что вам важно в этой ситуации сказать, это то, что у вас ВНЖ во Франции, то есть у вас Residence Permit, или как хотите его называйте, да, Titre de séjour по-французски, и объяснить, что вы приехали во Францию работать, вам нужен банковский счет. И, конечно же, для банковского счета вам понадобится готовый уже контракт на аренду жилья. Сегодня забрала свою карту, кстати. Поздравляю тебя. Ее открыла вот только недавно совсем. Тоже интересная система с банковскими картами. Так это то, что вы в один день забираете банковскую карту из банка, а во другой какой-нибудь день на неделю вам присылают код от карточки по почте. Ничего себе. Интересно. Да, к этой системе надо быть готовым. Хорошо, мы будем знать, и зрители тоже, я думаю, это запомнят. Скажи, пожалуйста, Оль, помнишь, мы в предыдущем видео с тобой обещали нашим подписчикам и зрителям, что мы запишем целое видео про топ-5 причин, почему ты восхищаешься Францией, да, и топ-5 ненавистных тебе вещей. Давай просто сделаем в этом видео твои личные впечатления после того, как ты переехала. Я думаю, тебе есть что рассказать для зрителей. Вот твои топ-5 причин, почему ты восхищаешься, и топ-5 ненавистных тобой вещей во Франции. Что ты заметила за это время? Любимые вещи во Франции. Их очень много на самом деле. Это транспортная система, да, трамваи, раздельный сбор мусора. Я не знаю, для кого это плюс или для кого это минус. Для меня это плюс абсолютно. Конечно же, еда, магазины, рестораны. Что еще? Я живу рядом с океаном, поэтому для меня это возможность путешествий, возможность наслаждаться природой. Круто. Достаточно, да, недорогие билеты между городами Франции, как на поездах, да, по Франции, и на самолетах между городами Европы. И, конечно, Франция для меня это постоянный источник вдохновения. Но, однако, да, есть какие-то негативные стороны. Да, давай вот прямо на них акцент сделаем, чтобы немножко перчинки добавить в видео. Все-таки в больших городах во Франции надо быть бдительным, по улицам сильно громко не разговаривать на другом языке, кроме как на французском или на английском. Что, предъявить могут? Потому что... Что? Предъявить могут? Нет, предъявить не могут, нет. Нет, наоборот, когда видят, что вы турист, очень часто есть всякие такие небезопасные личности, с ними нужно быть аккуратно, нужно все-таки быть бдительным. Но обычно это все-таки в центре города, казалось бы, должно быть безопасное место, но из-за того, что как раз-таки большие скопления людей, может быть небезопасно. На это надо обращать внимание, об этом знать. Вот. В некоторых местах, опять же, центр города я никому не советую. Лучше жить на окраине возле трамвая или возле метро, и не жить прям в самом-самом центре, потому что это тоже грязные улицы, мусор или не мусор, в общем, все остальное. Так, к сожалению, такое во Франции есть. Вот. Какие еще минусы? Банковский счет мне долго открывали. К сожалению, мне пришлось тоже столкнуться с 2 отказами. Немножко так усомниться в том, а действительно ли я могу здесь находиться, но все срослось. Банковский счет я открыла, хожу по чистым улицам,
знаю, где лучше не ходить, и, в принципе, себя отлично чувствую. А вообще, может быть, к плюсам или к минусам, это уже на твое усмотрение отнесем, цены вообще в целом во Франции на все. Вот к какому отнесешь ты относительно других европейских стран? К плюсам или к минусам? Все-таки Франция дорогая страна или относительно недорогая? Франция дешевле, чем Великобритания, это абсолютно точно, потому что все-таки курс фунта к рублю будет повыше. Мгм. А насчет других стран я не могу, честно говоря, сравнить. Мне кажется, что Испания дешевле, чем Франция. Германию точно не могу сравнить. Никогда не смотрела ни цены на жилье, ни что-либо другое. Но мне кажется, что Франция за счет того, что у них достаточно высокий порог минимальной зарплаты, это 1200 евро, мне Ага. кажется, за счет этого все-таки жизнь во Франции достаточно комфортна, даже Мгм. при каких-то не самых высоких зарплатах. Мгм. Спасибо большое, Ольга. Очень интересно было пообщаться. Я думаю, что мы с тобой еще сделаем несколько видео, потому что вопросов на самом деле по Франции много люди спрашивают. И вообще это направление очень популярное, поэтому мы обязательно сделаем еще много-много видео. Всем тем, кто досмотрел до конца, вам спасибо большое. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Мы будем делать как можно лучше контент. Обязательно пишите свою критику, что-то нравится, что-то не нравится. Мы ко всему прислушаемся. С вами были меня зовут, я повторяю, Максим. Я ведущий этого канала. Ольга. Ольга очень интересно рассказывает про свое направление. Она живет во Франции. Спасибо всем. До новых встреч.